Книга 14. Тао. Путь вознесения. Одинарные тоны языка света. Уроки овладения дыханием жизни. 5-я октава любви. Дыхание жизни, или сознательное дыхание в действии, одинарный тон языка света, от желто-золотистого до светлого, желто-золотисто-белого. Природа, пассивный. Тон дыхания жизни отражает физиологический процесс вдоха, выдоха. Дыхание жизни делает возможным вдохнуть намерение, либо то, что обеспечивает движение вперед любого творения, основанное на расширении. Стремясь к движению, дыхание жизни предпочитает свободу застою, и в результате обеспечивает развитие. По своей сути, дыхание жизни закладывает основу расширения, не вынуждающего к конкретной перемене. Дыхание жизни – тон, позволяющий творческому самовыражению, во всех его видах, реализовываться в человеческом бытии. Обладатели дыхания жизни, как главного или вспомогательного тона, будут вовлечены во все формы творческой деятельности. Этот тон высвобождает истину, чтобы она могла получить полное выражение. В ходе вознесения, этот тон дает возможность выйти на поверхность всему скрытому, скрытой карме и стереотипам, для избавления от них. В более широком плане, это равносильно тому, что со временем все секреты становятся известны. В воплощении золотого тона дыхания жизни, человек учится открываться и выражать свою истину на физическом плане. Восходящий человек постигает, что способен привлечь в свою жизнь интерес, который будет приносить ему только радость, и создавать грезу, которая позволит интересу проявиться на физическом плане. Он также учится периодически поддерживать свои грезы и не отступать от них, что приводит к нереализованности, неисполнению или разочарованию, неудовлетворению в жизненных реалиях. Воплощение данного тона предусматривает творческое самовыражение в повседневной физической жизни посвященного. Сознательное дыхание в действии включает память о сознательном дыхании. С его помощью человек преодолевает опыт времени и учится жить только в настоящем. При этом тело перестает стареть. Дыхание жизни – это также понимание того, что вся необходимая для существования энергия может быть свободно получена из воздуха. Для этого человеку не нужно полагаться на что-либо вне себя. Это является отражением той истины, что все знания, питание, все, что нужно для существования и развития, исходит из самого человека. Так было когда-то, к этому все придет, и так будет. В вашей современной механистичной реальности, люди для выживания научились полагаться на нечто, находящееся вне их самих. Путь вознесения требует, чтобы для своего развития, каждый научился полагаться на самого себя и свое внутреннее руководство. Это относится не только к поиску собственной истины и раскрытию изнутри, но и к отказу от некоторых излишних предметов физического плана, с помощью которых человек обеспечивает свою безопасность. В определенный момент эволюции, для каждого посвящаемого, ничто физическое больше не будет иметь значения, и он перейдет в следующее измерение. Достигшие состояния бодхисаттвы обладают даром омывать других дыханием жизни, напоминая, что все нужное человеку исходит из него самого. Это позволяет созревшим для вознесения начать настраиваться на свое внутреннее руководство и уходить от внешнего влияния на свой путь и направление. Совершающие вознесение могут призывать 5-ю октаву, чтобы существовать в настоящем времени. Живя в настоящем, человек движется вне времени. При движении вне времени не существует боли. Она возникает, когда энергия перестает двигаться. Энергия останавливается только во времени. Вне времени любая энергия движется,
и поэтому там не существует боли. Те, кто болен и испытывает сильные физические страдания, могут сознательно применять пятую октаву в области локализации боли для ее снятия. Помимо этого, у имеющих сложности с отказом от нежелаемых и ненужных предметов или собственности, пятая октава любви растворит нити привязанности, и тогда человек сможет свободно отказаться от всего, что не служит его дальнейшей эволюции и пути вознесения. Один из признаков неудачи во владении этим тоном проявляется у того, кто испытывает трудность в поиске самовыражения, которое могло бы приносить только радость на физическом плане. Зачастую такие индивидуумы пассивны в своих грезах, что приводит к скуке или повторению событий прошлого в настоящем. Другой признак явлен у людей, чьи грезы всегда и во всем проявляются на их пути, что в действительности есть результат присвоения чужих грез в свое поле. Отличительная особенность данного тона должна учить способности самостоятельно ткать собственную грезу, которая не использует какой-либо формы манипуляции грезой других. В мастерстве плетения грезы, восходящий человек ткет собственную грезу, а затем контролирует ее осуществление на физический план. Если полностью отклонить тон дыхания жизни, то восходящий окажется неспособным научиться тому, чтобы становиться грезящим и грезой в вознесении. Если внутренний мужчина имеет тенденцию захватывать грезы у других, чтобы манифестировать в жизни свои желанные мечты, это признак того, что отклоняется темно-желтый цвет тона дыхания жизни. Если внутренняя женщина склонна отдавать свои грезы другим, это признак отклонения светло-желтого цвета тона дыхания жизни.